Ха-ха, кожаный. Ты снова мне проиграл. Чёртова машина! Да как тебя победить-то? Искусственный интеллект. Это словосочетание все чаще встречается в нашей повседневной жизни. Его история началась еще в середине 20 века. В 1956 году на конференции в Дармуте ученые впервые использовали термин «искусственный интеллект». Тогда это было скорее мечтой – создать машину, которая могла бы думать и учиться как человек. Но что же это значит для видеоигр? В те же годы появились первые компьютерные игры, например, Tennis for Two и Pong. Тогда ИИ был простым. Программа просто реагировала на ваши действия, но уже тогда были заложены основы для более сложных систем. Настоящим поворотным моментом стала история о том, как искусственный интеллект впервые переиграл человека в шахматы. В 1997 году знаменитая партия между чемпионом Гарри Каспаровым и программой Deep Blue от IBM стала настоящим прорывом. Deep Blue был не просто программой. Он использовал мощные вычислительные ресурсы и сложные алгоритмы поиска ходов. В тот день он сделал то, что казалось невозможным. Переиграл чемпиона мира по шахматам. Это было не только поражение одного человека, но и символ того, что искусственный интеллект способен на гораздо большее, чем мы думали. Но как же представлен искусственный интеллект в нашей любимой кубической игре, где есть различные мутанты, чудовища, порождение зоны и прочие твари? Так исторически сложилось, что StarCraft — это игра про противостояние одних игроков другим. За 11 лет проб и ошибок мы научились неплохо сталкивать лбами игроков там, где это нужно и где это доставит им максимальное удовольствие, желание оставаться в игре и прогрессировать. ПВЕ во всем этом противостоянии почти всегда оставалось в стороне в виде бездумных болванчиков, существующих лишь ради заполнения игрового мира и как способ фарма для игроков. Поведение у таких NPC было минимально достаточным. Надо, чтобы моб стоял на точке, если игрок проходит мимо, в него надо стрелять. Зачищая спот врагов, ты чуть ли не до автоматизма понимал, что и как будет делать каждый NPC. В особенности, если зачищал этот спот уже не в первый раз. Его действия несложно предугадать, потому что он будет стоять на одном и том же месте, что и стоял, и просто в тебя стрелять. Создавалось четкое понимание того, что это просто болванчики в тире, а не часть живого и опасного мира. Такая ситуация долго не давала покоя разработчикам. С одной стороны, нужно постоянно делать актуальный контент, на который необходимо выделять большее количество ресурсов разработки. Также фиксить различные баги, которые, естественно, появляются постоянно, и на них необходимо уделять время и силы. Но также в игре есть огромная дыра под названием PvE контент. Поэтому и было принято решение создать проект операции. Операция — это не тот проект, который был просто в один момент задуман и реализован. Все понимали, что в основе должен быть данж, но как его делать, было решительно непонятно. С 2022 года было множество попыток вернуть StarCraft в PvE. Различные команды разработчиков пытались придумать нечто новое в условиях ограниченных ресурсов. Мы подготовили для вас отдельную статью, в которой была рассказана подробная ретроспектива создания данжей. С какими проблемами столкнулись разработчики, как выглядели первые прототипы операции, почему зимний сезон назывался «Операция Криостазис». А на эти и многие другие вопросы мы постарались ответить в статье по ссылке в описании. Если вкратце, разработка операции столкнулась с множеством проблем из-за того, что мы раньше в принципе не пытались создать осмысленный PvE-контент. А когда начали, пришлось работать в условиях ограниченных ресурсов, так как это был всего лишь один из второстепенных проектов. Сейчас же у нас появилась новая небольшая команда разработчиков, которая занимается исключительно операциями. Но даже сейчас их работа положительно влияет на нашу игру в целом. За примерами далеко ходить не надо. Те же NPC на изнанке, которые уже потихоньку интегрируются в открытый мир, как раз таки следствие наработок этой команды. Сойдясь на том, как проект должен играться, разработчики столкнулись с еще одной проблемой, которая оказалась сложнее предыдущей – поведение NPC. Недостаточно просто вывалить на игроков толпу бездумных болванчиков. Их нужно научить создавать интересные и необычные игровые ситуации. Ведь главная задача искусственного интеллекта в играх – не победить игрока, а красиво ему проиграть.
В моем понимании, хороший искусственный интеллект — это такой искусственный интеллект, под управлением которого агент отзывчивее всего реагирует на действия игроков и состояние мира вокруг, внося свой посильный вклад в общую атмосферу действия на экране. С такими агентами интересно играться, ими интересно манипулировать в своих игровых интересах, за ними интересно наблюдать в конце концов. Вкратце, для рядового гопаря ты можешь предугадать его пуш с дробовиком на тебя, для какого-нибудь командира лагеря, что он может вызвать себе подкрепление или усилить союзников, для собаки, что она будет бояться нападать на тебя в одиночку, но сдерет вместе со стаей, для упыря, что будет ждать твоей незащищенной спины поближе для нападения. Считаю, что мы должны стремиться именно к отзывчивости и связанности наших болванчиков с миром игры, потому что именно эти усилия окупают себя, когда игрок смотрит на живой бар, полный разных персонажей вперемешку с игроками, на отряд сталкеров, охотящихся на кабанов в лесу, на крупную базу шепота, готовящихся к обороне, и верит в происходящее на своем экране. Понятное дело, выбранный нами жанр очень сильно влияет на ширь подходящих нам возможностей в плане поведения агентов. В открытом мире мы представляем собой MFPS со всеусиливающимися элементами RPG, где важно бегать, вкусно кушать и фармить в перерывах между смертельными перестрелками с другими игроками. В сюжетных линейках и в квестах мы уже превращаемся и в классический рельсовый шутер, и в платформер, и в текстовый квест, и даже в стелс с кустами. Для каждой из этих сторон игры по-хорошему нужны свои агенты, сдизайненные под конкретный случай. Поэтому наш идеал — это крепко работающий базовый агент Open World, поведение которого можно изменить частично или даже полностью под нужный контекст. Это мы уже умеем и всячески улучшаем. В чем основная сложность разработки нашего ИИ? Зацеплюсь за наших НПС и мутантов, которые любят побегать друг за другом паровозиком. Это хороший пример, как тривиальная на поверхности вещь может оказаться проблемной по факту. Видя такое в игре, у пользователя появляется закономерный вопрос: а что, сложно, что ли, с помощью путей движения немного зарандомить движение мобчиков? Внезапно да. Таковы особенности реализации навмеша, где мы очень много стараемся жертвовать в пользу производительности, благодаря чему та же атака периметра смогла получиться такой, какой она получилась, с огромной мясной кучей внутри. Кстати, мы прямо сейчас тестируем один из вариантов решения данной проблемы и надеемся, таки заборем ее в операциях. Примерно из таких компромиссов и состоит вся сложность разработки ИИ. Сделать «вах, как круто» всегда можем, но потом придется сидеть оптимизировать и резать в угоду реальности, мощности устройств игроков и игровых серверов. По той же причине, кстати, у нас до сих пор агенты не прячутся за всякими бочками, когда ведут бой. Мы реализовали систему укрытий, но фича не пережила внутренние тесты из-за проблем с производительностью и теперь лежит в ожидании следующей итерации разработки. Главный вопрос вот в чем. Смогли ли разработчики научить ИИ в StarCraft быть настолько же интересным и умным, как и реальные игроки? О! Шашки! В общем и целом нам, конечно, есть еще куда расти. Тем более, что мы сервисная игра, которая развивается и активно играется вот уже более 10 лет. Тем не менее, в плане ИИ мы, как правило, не заходили слишком далеко, постоянно переиспользуя всякие древние механизмы. Однако в последнее время ситуация сильно изменилась. В данное направление стало вкладываться больше ресурсов и времени, что в итоге очень сильно бустит наше ПВЕ. Несмотря на то, что нам еще предстоит сделать много интересных вещей, я бы не назвал это началом пути, потому что самые важные, базовые вещи мы все-таки уже реализовали или вот-вот реализуем, поэтому дальше только вперед. Как я уже говорил, мы верим в то, что хорошо проработанные неигровые персонажи и мутанты оказывают сильное влияние на погружение в игровой мир, поэтому продолжим двигаться в сторону подобных агентов, вписанных в окружающую игрока действительность. Думаю, одним из примеров такого стремления окажутся отряды NPC, которые будут представлять из себя более грозного и интересного противника, чем просто несколько разных независимых болванчиков, объединенных вместе одним спотом. Вы уже могли видеть некоторых интересных NPC в атаке периметра. Позже вы будете встречать их в том или ином виде на постоянной основе, как в операциях, так и в обычном open world. В ивентах не просто так появляются новые агенты, действующие нестандартно, не так как раньше. Мы пробуем реализовывать новые идеи, смотрим, как они себя показывают в нашей игре, делаем соответствующие выводы. Как говорил мой дедушка Наварро, чтобы приготовить вкусный суп, недостаточно одной лишь воды. И даже добавив к воде сочнейший, вкуснейший кусочек мяса, ситуация не особо изменится. Вот и с операциями также. Чтобы данж получился хорошим, недостаточно работать только над искусственным интеллектом. Нужно еще добавить кучу ингредиентов. Новые звуки окружения и персонажей, различные геймплейные механики, новые модели окружения, которые мы называем пропсами, смазать все нарративным повествованием и украсить интерфейсами. Конечно же, не стоит забывать и про то, где все эти ингредиенты должны сосуществовать. Карта.
Карты для режима операций отличаются от условных симметричных сессионных карт тем, что они работают по другим правилам. При разработке карт нам было важно сконцентрироваться на командном геймплее, предоставляя игрокам возможность занимать удобные позиции для помощи своей команде, исходя из выбранного ими класса, так и наоборот усложнять взаимодействие, добавляя дополнительную сложность во время прохождения. Также мы постарались раскрыть и кое-где даже дополнить механики режима, сделав геймплей еще интереснее за счет особенностей левел-дизайна. Можно взять небольшой пример. В одном из заданий игроку потребуется передать союзникам предметы. Для этого было подготовлено множество мест, где игроки могут найти лучшие стратегии для передачи друг другу этого предмета как можно скорее. Для обеспечения баланса в сложности левел-дизайна карты строились по принципу американских горок. Промежутки делятся на спокойные и активные сегменты. Мы стараемся не давать игрокам заскучать, но и создаем места передышки после активных участков. Когда мы начали работать над операциями, в первую очередь нужно было определиться, что мы делаем. С точки зрения визуала, конечно. Вот. А так как мы знали, что следующим крупным обновлением, вероятно, у нас будет Любич, и пласт работы по левел-арту и вообще в целом визуалу Любича просто огромный, мы решили, что лучшим решением для первой операции будет ее тоже сделать в стиле Любича. Так мы на ней смогли бы отработать какие-то визуальные решения, поискать какие-то тоже интересные крутые штуки, и потом с этими знаниями уже сделать Любич на уровень, на голову выше. Первая наша операция послужила по сути идеальной платформой для такого эксперимента. Была проведена серьезная работа по принципу работы оптимизации в игре, особенно оптимизации декора. В свою очередь, это позволило нам очень сильно увеличить детализацию локаций и при этом не создать какую-то дополнительную нагрузку на клиента. Следовательно, наши локации операций должны быть, не должны быть, они уже выглядят гораздо лучше многих наших локациях, которые есть сейчас, и используют совершенно другой подход к своему построению с точки зрения технических каких-то ограничений и технических подходов. В первую очередь это заметно потому, что у нас стали более детальными фасады у зданий. Также стоит отметить то, что на уровнях стало гораздо больше всякого декора. Сами локации операций строились силами нашего отдела левел-артистов. Они наконец-то получили очень крутой функционал для проводов. Теперь мы в игре можем делать провода любой формы, и это очень здорово упрощает нам всем жизнь. Я понимаю, что для игроков это может казаться чем-то незначительным, но поверьте, вот этот небольшой функционал — это огромный шаг для всех наших левел-артистов. И они от этого просто, безумно этому довольны, скажем так. Ассеты мы делали во всех возможных, направлениях. Самым, наверное, своеобразным, специфичным и таким по-своему сложным ассетом стал лифт. Это был настолько своеобразный ассет, что его пришлось сначала моделить, концептить на модели, потом еще раз концептить его уже по модели, и потом только воплощать его уже в готовый какой-то вид. Потому что он должен был хорошо смотреться со всех сторон, и если бы мы просто работали через творческий поиск от драфта, то, мне кажется, его продакшн затянулся бы на несколько месяцев или что-то около того. Также нам нужно было сильно раскрыть вот именно индивидуальность шепота, показать какие-то их фишки, какие-то их особенности. Огромное просто количество декора было законцепчено и был придуман целый визуальный язык шепота. Старые репящие колонки, старые шипящие телевизоры, разнообразные висящие громкоговорители, все эти мотки проводов, брошенные телефонные трубки, которые все еще там где-то висят. Все это является очень сильной и такой основной особенностью всего визуала шепота. Визуал шепота буквально рассказывает о звуке. Помимо визуального стиля операции, на восприятие режима игроком также очень сильно влияют внезапно звуки. Саунд-отдел постоянно занят созданием новых звуков, под каждый ивент мы пишем новую музыку, записываем уникальные реплики для персонажей и кучу различных звуков взаимодействия с какими-то новыми сущностями в игре. Вот появилась у нас в атаке периметра рация с лазерным целеуказателем. Нужно как-то придать им характерное звучание, там же кнопочки всякие нажимаются, помехи какие-то и так далее. Любые какие-то изменения в игре мы стараемся подчеркнуть аудиально, и, естественно, операции не стали исключением. Для операции мы сделали звуки для новых интерфейсов.
Добавили различные звуки NPC, что улучшит читаемость игрового режима. Озвучили окружение и декор на карте, что позволит глубже понять происходящее и определить, на каком этапе задачи находится игрок. И, конечно, новая музыка. Куда же без нее? Музыка — это очень важная составляющая любой игры, которая непосредственно влияет на погружение игрока в атмосферу происходящего вокруг. Также записали большое количество реплик персонажей, которые будут раскрывать и дополнять сюжетную составляющую происходящего в операции. Первая операция, которая ожидает игроков, и квест «Пробой», который как раз и открывает эту операцию, приоткрывают события, которые отправляются в своем временном промежутке даже местами до времени возникновения самой зоны. Что как раз будет интересно, пожалуй, тем людям, которые хорошо и глубоко любят почитать лор и постараться разобраться в сюжете. Полигоны — это то, где будут проходить сами операции. Эксперименты, которые проводились в зоне до ее возникновения и по-своему приведшие к ее возникновению, должны были где-то испытываться, где-то проводиться. То есть испытания должны были проходить где-то в тех местах, где было бы достаточно безопасно, но при этом, чтобы даже самые смелые их формы не могли куда-то проникнуть, не могли быть считаны со спутников или с каких-то наблюдений. Необходимо было организовать такие места, в которых можно было бы сделать все, что угодно, начиная от экспериментов с погодой и заканчивая с экспериментами с пространством, его нарушением и управлением, но так, чтобы это не было видно, так, чтобы никто до поры до времени и не знал, что такие эксперименты проводились. Именно с этой целью была создана сеть полигонов. И полигоны были созданы на основе одного инцидента, о котором игроки узнают, пройдя квест «Пробой». Вообще, квест «Пробой», он сделан для всех фракций, всех группировок. Бандиты, сталкеры, Заря, Завет, наемники и рубеж. Квест будет доступен для всех. И каждое достижение игрока, будь то вступление в группировку, или прохождение сюжета, или определенных его составляющих, будут влиять на реплики в квесте. В таком ключе, к примеру, могу сказать, что в разных ситуациях, в которые попадает игрок в рамках квеста, будут особые реплики, дающие особые возможности в зависимости от того, в какую фракцию ты вступил или какое решение ранее принял. Мы сейчас стараемся максимально более плотно взаимодействовать с основным сюжетом, даже, казалось бы, в побочных или альтернативных параллельных линиях, такие как, например, операции, чтобы игрок больше чувствовал свою агентивность и влияние на мир, чтобы игрок больше ощущал, что какие-то его события имели вес, или какие-то знания, полученные персонажем игрока или игроком, также имели вес, и его последствия открывали перед ним новые возможности. Как в реальной жизни пережитый опыт открывает новые возможности для человека, так и опыт, пережитый персонажем игрока внутри рамках квеста, может служить ему либо с пользой, либо с негативом. Но опять же, это как раз причины и следствия действий игрока и то, как они повлияют на мир. Это и подобные инструменты мы используем при создании квеста «Пробой». Здравствуй, Тойота. Я ждал тебя. Привет, Сева. Мне сказали, что у тебя можно спросить про текущее состояние операций. Операции. Кроличья нора разработки. Ты веришь в судьбу, Тойота? Думаю, нет. Почему? Неприятно думать о том, что ты не в силах что-то изменить. Я тебя прекрасно понимаю, но у операции есть судьба, и судьба это незавидна. Этот проект прошел длинный путь, мы много раз пытались найти идеальный вариант, но каждый раз нас что-то не устраивало, будь то результат или даже само направление. И вот в одной из итераций мы наконец почувствовали, похоже, мы нащупали то, к чему стремились. И что же конкретно вы нащупали? Систему, без которой этот проект не может существовать. Матрица операций. Верно. Я расскажу тебе, как она устроена. В основе лежит динамическая система роста сложности с бесконечной прогрессией. Игрок начинает с первого уровня доступа и по мере успешных прохождений продвигается дальше. Это похоже на ключи из WoW или фракталы из Guild Wars 2. Чем выше сложность, тем круче вызов и ценнее награда. Также мы добавили систему способностей у врагов и явно подчеркиваем их использование. Теперь у игроков и NPC есть уникальные умения и эффекты. Это делает каждый бой не просто стрельбой в скучных болванчиков, а реальной проверкой на реакцию и взаимодействие игроков в команде. В режиме есть таймер, но работает он честно. Если игроки не смогли уложиться в указанное время прохождения, они все равно получают награду.
но не откроют доступ к более сложной версии режима, прохождение которого дает награды лучше, пока не смогут уложиться в отведенное время. Чем выше доступ, тем больше важность тактики. Там, где раньше можно было проигнорировать моба с особым умением, теперь такая ошибка может стать причиной вайпа. На старте будет 3 класса, каждый со своими скиллами и ролями. Мы постарались сделать геймплей на каждом классе довольно сильно отличающимся друг от друга. Награды в режиме будут модули, которые являются новой системой прогрессии. Они вставляются в оружие и дают различные характеристики, либо геймплейные эффекты. Я сейчас не могу раскрывать всех карт касаемо модулей, но думаю, что можно продемонстрировать один из них, чтобы наглядно показать, что это такое. На данный момент мы не можем просчитать лишь один параметр этой матрицы, недостающий кусочек пазла. Важнейший кусочек. Мнение игроков. Ты ведь играешь в StarCraft, Тойота? Да, играю. Отлично. Тогда я предоставляю тебе выбор. Примешь синюю таблетку, и операция скоро увидит свет. На старте они не будут идеальными, но с помощью фидбэка игроков вместе мы сможем сделать отличный PvE режим. Примешь красную — то же самое, только со вкусом клубники. После релиза мы будем слушать ваш фидбэк, выпускать новые операции, дорабатывать старые механики и улучшать то, что уже работает. С вашей помощью у нас точно получится сделать интересный PvE режим. Исходя из всего вышесказанного, можно понять, что перед разработчиками стоял и до сих пор стоит крайне сложный вызов – сделать не просто линейный данж с невнятной сложностью и посредственными наградами, напичкать карту какими-нибудь NPC, лишь бы было во что стрелять. Нет. Они решили пойти по другому пути. Создать игровой режим, который будет работать и развлекать игроков по совершенно новым правилам. И чтобы не повторять ошибок прошлого, отметая одну концепцию за другой, гадая, а понравится ли вам играть в этот режим, мы выпустим операции, перестанем гадать и спросим ваше мнение прямо. Как сказал Сева, на релизе проект не будет идеальным, но благодаря вашим отзывам разработчики поймут, куда двигать этот проект дальше и как его сделать лучше для вас. Когда он выйдет и вы сможете поиграть, напишите свое мнение о нем, благо площадок у нас для этого дела предостаточно, ссылочки, если что, в описании. Напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, как это можно улучшить, не бойтесь давать советы. Вы даже не подозреваете, какое огромное значение имеют ваши слова для разработчиков. Ну а пока у меня для вас все. Можете написать свое мнение об увиденном в комментариях. Будет интересно почитать. Пока-пока.